чудо не произошло. Все-таки масса зарешала. Вес 143 килограмма. Алекс Курдеча! Ну, процентов 70-30 или 60-40 выиграет Гаспарини. Мы не были уверены, что Алекс Курдеча пройдет границу. Я подержался, скажу, чуть-чуть покрепче с Эрмесом, и я думаю, что скорее все-таки Эрмес, потому что форма у него сейчас космическая. Когда Зурбек Ходов еще выступал на официальном чемпионате России, и после чего он потом сделал перерыв в карьере, он как раз, мне кажется, ушел в перерыв на пике своей формы. Если бы он еще хотя бы годик повыступал, мне кажется, он бы выигрывал бы все и чемпионаты и России, и чемпионаты мира. Я думал, что будет как-то в одну сторону преимущество, будет 5-6, но не понимал, кто выиграет. Друзья, на улице унылая промозглая погода. В это время года хочется одеваться ярко и стильно. Предлагаем вашему вниманию бренд спортивной экипировки для армрестлеров «Армрестлинг Территория». Звезды нашего спорта уже оценили качество, стиль и удобство продукции «Армрестлинг Территория». Ребята выпускают уникальную и не похожую на другие бренды продукцию. Наиболее большим спросом пользуются свитшоты. Всем рекомендую, друзья. Все ссылки на интернет-ресурсы данного бренда оставляем в описании этого видео. Свершилось, друзья. В холодную, но гостеприимную Москву приехал жеребец из Италии, Эрмес Гаспарини, чтобы сразиться с польским тяжеловесом в этапе топ-8, Алексом Курдечей. Почти все фанаты нашего спорта считали явным фаворитом данного противостояния Гаспарини. И лишь единицы думали, что Алекс даст бой итальянцу. Но уже в первом раунде стало понятно, что Гаспарини будет очень непросто. И эта атака увенчалась успехом, показывает победу судья. 1-0 повел Алекс Курдеча. 1-0. Alex, I'm here, I'm ready, I'm waiting for you for the fight. Ну, легкого боя точно не будет, но сильные ребята, я не могу гадать, но больше предпочтений я отдаю Гаспарини. При всем к уважению к двум спортсменам, я говорю, что процентов 70-30 или 60-40 выиграет Гаспарини. Но Курдеч тоже в Чили, все возможно, может он даст такое, что... Да, посмотрим, не могу гадать. Опять же, если бы мы не посмотрели вот ближайший бой Алекса Курдечи, когда он боролся с Тобиасом, все бы, наверное, еще сомневались в его форме. Но то есть как раз вот этим боем с Тобиасом он сказал, что Курдечи может быть новым, он может быть непредсказуемым, он может быть очень мощным. Вот, поэтому, конечно же, все знают, что сейчас итальянец Эрмес Гаспарини тоже на подъеме. Он молод, он силен, он набирает массу, он набирает силу, набирает скорость. Но Курдеча тоже спортсмен, который выступает уже много-много лет. Он тяжелее на 22 килограмма. Поэтому это тоже поединок достаточно спорный и непредсказуемый. Сумеет ли тоже Курдеча навязать свою борьбу Эрмесу? Или же все-таки кисть его раскроется под давлением Эрмеса? Я думал, что будет как-то в одну сторону преимущество, будет 5-6, но не понимал, кто выиграет. Но, в принципе, я Гаспарини вообще первый раз увидел в жизни, вживую, да. Понимал то, что здесь масса играет роль, все равно Курдеча по 160, да, там, Гаспарини 120. Тут тоже понимал то, что Гаспарини будет сложно. Но почему-то была уверенность, что Гаспарини повыносливее и он может замучить Алекса. Но, говорит, чудо не произошло. Все-таки масса зарешала. Денис, скажи нам, сейчас, когда Алекс выиграл у Гаспарини 6-0, да еще и дал побороться итальянцу в последних раундах, можно сказать, что Курдеча на равных может бороться и с Ливаном Сагинашвили, и с Виталием Лалитиным. Я не могу судить по Тобиасу и по Гаспарини. Будем судить по Ливану и по Лалитину. Уже будет более-менее понятно, какую он форму набрал. Потому что с теми, с кем он боролся, трудно что-то сказать. А что думаете по этому поводу вы, друзья? Готов Алекс бороться с Виталием и Ливаном? Напишите в комментариях. А мы продолжаем. Многие утверждают,
что Алекс очень далеко отходит от стола, тем самым раскрывая свои углы. Если с Гаспарини это прокатило, то в борьбе с Ливаном или Виталием эта ошибка может сыграть злую шутку с польским атлетом. Как вы думаете, друзья, это ошибка? Или это такая манера борьбы Алекса? И это ему не мешает? Напишите в комментариях. Ну, я думаю, он просто решил так бороться и будет бороться, пока кто-то ему не составит конкуренцию, да, потом уже будет дальше думать. Мне кажется, на самом деле это его стиль борьбы, потому что вот, когда мы, опять же, вчера встречали Курдечу, я смотрел на него сверху вниз. То есть, на самом деле, я тоже как бы спортсмен не низкий, то есть у меня рост 1,90 м, и когда я стою за столом, тоже иногда вот из-за длинной антропометрии высоких ног, иногда мне приходится отходить от стола. Но когда я понимаю, что это Курдеча, что ему приходится наклоняться на стол, сгибаться, вот, ну, конечно же, то есть техника, я думаю, адаптируется и меняется. Думаю, здесь просто дело, наверное, не в столах, а дело в платформе. То есть я думаю, просто сейчас платформа поднимается только вверх. Возможно, когда-то люди придумают платформу, которая будет просаживаться еще вниз от центрального уровня. И как раз там 5 сантиметров может регулироваться. Ты уже будешь только бороться с 1 по 4 место. Все. Что ты можешь сказать по поводу того, что было в 2019 году и сейчас? Ребята, во-первых, огромное спасибо всем за поддержку. 90% ставили на Эрмеса, на меня ставили только 10. Это была небольшая команда, но очень огромное спасибо всем за поддержку. И также тем, кто и не верили. Вы меня, ребята, все очень сильно мотивировали. Если говорить про меня, будучи так искренним, то, наверное, сказать будет правильно, что сейчас Алекс Курдеча и тот Алекс, который боролся в 2019 году, это два разных Алекса. Как бы последние вандеты это показывают. Тогда это был более американский футболист, увлекающийся армрестлингом. А сейчас это уже почти армрестлер, такой с большой буквы, так сказать. Помимо поединка топ-8, на турнире Pal Russia прошли еще интереснейшие рейтинговые армфайты, о которых мы вам будем рассказывать постепенно в наших следующих выпусках. А сегодня мы вам расскажем о противостоянии Заурбека Ходова и Вячеслава Широговича. Да, на самом деле, действительно, в интернете многие недооценивают Заурбека Ходова. Ну, что я могу сказать? Просто когда Заурбек Ходов еще выступал на официальном чемпионате России, и после чего он потом сделал перерыв в карьере, он как раз, мне кажется, ушел в перерыв на пике своей формы. То есть тогда вот он мог, если бы он еще хотя бы годик повыступал, мне кажется, он бы выигрывал бы все и чемпионаты и России, и чемпионаты мира. Потому что вот тогда на России как раз он встретился с Иваном Матюшенко. Но Иван Матюшенко это просто, можно сказать, столб российского армрестлинга, заслуженный мастер спорта, легенда. Вот, поэтому, конечно, ему было тяжело. Но если бы он продолжил, Заурбек Ходов, вот, я думаю, он бы вышел на новый уровень. Ну а пока мы видим, что даже несмотря на то, что на первый турнир он приехал без особой формы, без особой подготовки, он уже с первого турнира стал без шансов побеждать абсолютку. Мы видим, что все турниры Pal он выигрывает у всех сильнейших спортсменов России без шансов. Он выигрывает армфайты. Вот, поэтому сегодня мы тоже ждем его поединок. Широгович это тоже сильнейший спортсмен из нашей дружественной Белоруссии. Очень опытный, он уже тренируется, мне кажется, около 20 лет, выступает на высочайшем уровне. То есть все, опять же, будет зависеть от того, какую форму привезли спортсмены. Сейчас, конечно же, пообщавшись с Ходовым, я знаю, что, то есть, правую руку он восстановил, она уже в форме, он полностью готов к борьбе. Вот, поэтому мне кажется, что Вячеславу Широговичу будет тяжело, потому что сейчас Ходов, то есть он на подъеме, он опять набирает форму, он молодой, перспективный. Вот. Но он не на пике. Да, у него еще есть свой потенциал. Вот. А Вячеслав, конечно, сейчас провел несколько тяжелых поединков в ближайшее время. Не знаю, успел ли он восстановиться. Вот. Но тем интереснее непредсказуемый, конечно, будет сегодняшний поединок. Но я уверен, что поединок будет очень интересным. Это 5-0. 5-0. Поединок и в самом деле получился очень интересным. Зрители не отрывали взгляда от сцены. В этом бою победу за явным преимуществом
одержал Вячеслав Широгович, с чем мы его и поздравляем. А Заур Ходов, мы уверены, еще покажет себя, ведь ему есть еще куда набирать, и он еще не в своей пиковой форме. Может быть, он будет сейчас уделять больше внимания тренировке бока, ведь верх без бока – это не полноценный верх. Пишите в комментариях, друзья, что вы думаете об этом поединке. Подписывайтесь на наш канал, вас еще ждет много интересного. Ну, форма не пиковая, потому что не готовился именно целенаправленно на эти соревнования. Я думаю, 4-2, 5-1 в мою пользу. Привет, меня зовут Михаил Шавалеев, я сегодня борюсь с Никитой Басниным. Опытный соперник, посмотрел, как он борется, взрывной парень. Ну, времени не было сильно тактику перестраивать, но я думаю, преподнесу ему пару сюрпризов. На этом все, друзья. Совсем скоро новый сюжет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Ставьте лайк, если понравился ролик. И самое главное, поделись этим роликом у себя на страничке. Для меня это важно, для вас работал чемпион мира по пара, армрестлингу Зинатуллин Руслан. Меня слышно хоть нормально? Да? Чего? Здравствуйте. Вы с какого болите приехали? С Курска. Великолепное удержание у Дмитрия Кирилюка. За музу своего. Удержал он захват явно проигрышем поражений.